Доброго времени суток, многоуважаемые пользователи. Меня зовут Анатолий, и это мой первый ролик на канале, который посвящен обзору фильма Уве Болла «Ярость» 2008 года, производства США, Канада. И если вы знаете или предполагаете, что кто-то из ваших знакомых может представлять угрозу для общественной безопасности или для жизни и здоровья кого-либо, не медлите сообщить об этом в правоохранительные органы. Несообщение о готовящемся преступлении – уголовно наказуемое деяние, предусмотренное, как пример, статьей 205 прим. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации, и куда дороже человеческая жизнь, а не какая-то чушь про брат за брата и прочий пацанский бред для детсадовцев-дебилов о том, что доносы это плохо. Берегите себя и своих родных. Приятного просмотра. В главных ролях данной трилогии актер Брэндон Флетчер, снявшийся в более чем 110 фильмах и сериалах. И перед тем, как начать обзор, хочу сказать, что данная картина заслуживает в равной степени и положительных, и негативных комментариев, критиков и тех оценок, что были ей присвоены на IMDb и других платформах. Комментарии к данному фильму смешанные и зачастую достаточно импульсивные, равно как и к фильму «Законопослушный гражданин», что вызывает у меня некоторый диссонанс. И в конце данного ролика я поясню причину. Единственное, что меня действительно смущает, что в городе Тендервиль не было объявлено общего чрезвычайного положения. И это не единственная претензия, но в чрезвычайных ситуациях происходит все совсем не так, как многие ожидают. Фильм начинается с демонстрации взрыва фургона в небольшом помещении, перемежаясь с кадрами, на которых показаны вкратце тела убитых гражданских лиц и главный антагонист Билли Уильямсон, после чего зрителю демонстрируются события, происходившие за 2 дня до показанного в флэш-форварде инцидента. В комнате с типичным для подростка убранством Билли усердно занимается физической подготовкой, слушая новости о различного рода неблагоприятных тенденциях в экологии, экономике, социальной и политических сферах, а также о локальных происшествиях. Билли усердно качает мышцы и методично метает дротики в плакат с анатомической моделью построения внутренних органов человеческого тела. По окончании своих занятий Билли спускается на завтрак с родителями, во время которого у них завязывается разговор о том, что Биллу пора подыскать себе отдельное жилье, что перетекает в спор, связанный с оплатой жилья. Однако данный вопрос решается путем достижения общей договоренности о том, что родители будут помогать Биллу первые пару лет. По дороге на работу в автомастерскую Билл заезжает в кафетерий, где заказывает латте-капучино с пенкой. Однако, не получив желаемого, затевает спор с баристой по вопросу о возврате уплаченной суммы, на что получает отказ. По прибытии Билла на место его работы в автомастерской зрителю демонстрируют заветный фургон из флэш-форварда, над которым работает антагонист. И при первом просмотре может создаться впечатление, что Билл работает как минимум не один, либо является членом преступной группировки или террористической организации и выполняет какую-то определенную роль – механик или водитель. В данном эпизоде Билли затевает спор с работодателем по поводу повышения заработной платы, на что также получает отказ. По окончании рабочего дня Билли встречается на парковке закусочной Chicken Den со своим другом Эваном Дринсом, передающим Биллу посылки, полученные на свое имя для Билла, и сетует на то, что его отцу не по нраву все эти манипуляции с почтовыми отправлениями. На что Билл отвечает, что готовит большой сюрприз. На парковке Билл с Эваном затевают разговор, из которого становится ясно, что Эван является видеоблогером
и рассуждают в своих блогах на различные околополитические темы, затрагивая проблемы экономики, социального неравенства и бедности, культуры потребления и низкой социальной активности со стороны граждан. В этот момент при первом просмотре может возникнуть ощущение того, что Эван является координатором Билла, или же вообще занимает лидирующую позицию из-за своих оппозиционных и, возможно, радикальных взглядов. Билл и Эван продолжают свой разговор уже в Chicken Den, где заказывают себе фастфуд. Во время обслуживания официантка опрокидывает поднос с заказом на Билла, что распаляет Билла, а Эвана заставляет извиняться за своего друга и смеяться над ним. После встречи с другом Билл пришел домой и, поговорив с родителями о грядущих планах, отправился в свою комнату. Тем временем родители Билла проявляют обеспокоенность поведением своего сына и считают, что его необходимо показать специалисту, предположительно психиатру. В самой комнате Билла можно заметить две примечательные книги: «Жизнь по пословицам. Идеи для ежедневной рутины» Чарльза Р. Суиндола и «Разрушитель оков» Нила Андерсона. Это является еще одной частичкой пазла, позволяющей более точно составить психологический портрет Билла. С этого момента начинается активная стадия подготовки Билла к совершению преступления: сбор амуниции и боеприпасов, подготовка оружия, 2 пистолетов-пулеметов марки УЗИ. Сменив свое скромное авто на одну из машин из автомастерской, Билл отправляется в город и, подъехав к намеченной цели, достает заветный пульт управления, приводящий в движение уже знакомый фургон. Машина на полной скорости мчится по улице и влетает в полицейский участок. Вот он, кульминационный момент. Взбудораженные полицейские бросаются к фургону с требованиями, обращенными к водителю, покинуть салон, но, не обнаружив его в кабине, бросаются открывать задние двери. Открыв двери пикапа, они обнаруживают с десяток бочек под завязку, набитых взрывчатым веществом. И в этот момент Билл приводит адскую машину в действие. Раздается серия мощных взрывов, которая лишь чудом позволяет Биллу уйти живым. Спустя какое-то время Билл появляется в другом районе, вдали от места совершенного им теракта. И, выйдя из машины, вооружившись пистолетами и пулеметами, антагонист расстреливает проезжающий мимо пикап, короткой очередью убивая водителя. Пикап по инерции продолжает движение и останавливается через десяток метров с глухим стуком, уперевшись в столб. Воздух пронзает звук клаксона. Билл бросает автомобиль и, тяжело дыша, бежит в сторону ошеломленных гражданских лиц, что попадаются ему на пути. С каждой очередью асфальт окропляют лужи крови все новых и новых жертв. С каждой очередью в крови убийцы растет уровень адреналина. Мужчины, женщины, старики, инвалиды и, возможно, несовершеннолетние. Билл не ведает пощады и всаживает очередь за очередью в спины бегущих от него жертв, беззащитных и слабых, неспособных дать отпор. В небольшом кафе он играюще расстреливает посетителей, а свернув в переулок, Билл нарывается на 2 полицейских, которые тут же открывают по нему прямой огонь, пытаясь подавить его. Человека, облаченного в жилет, обшитый металлическими пластинами, черной чешуей, сверкающими на солнце. И в момент, когда у обоих полицейских заканчиваются боеприпасы в обойме, Билл хладнокровно расстреливает их и продолжает свое кровавое шествие по городу. В силу злопамятного и агрессивного характера Билл навещает баристу из кафетерия, в который он наведывался на днях, и издевательски заказывает латте-капучино с пенкой, напоминая о том случае. Напуганный бариста покорно исполняет сей заказ, после чего Билл с больной ухмылкой расправляется с бедолагой. Параллельно демонстрируется несколько сильных эпизодов фильма. Билл заходит в салон красоты, загоняя беспомощных сотрудниц в угол, после чего снимает шлем и выпивает воды, переводя дыхание. Затем он уходит, но осознавая, что, оставляя в живых свидетелей, он компрометирует свою личность, возвращается и расстреливает всех сотрудниц салона красоты.
после чего направляется в бинго-холл Тендервилля. Но пожилых людей, находящихся в нем, он не трогает, лишь заказав сэндвич с запивкой. Далее зрителю демонстрируется сцена, в которой Билл подъезжает к банку, попутно убивая охранника. Он требует, чтобы все женщины отошли, а сотрудники банка не трогали кнопку сигнализации. Сзади на него нападает один из работников банка, которому Билл перерезает горло и попутно расстреливает еще несколько граждан, что пытаются задержать его, и со словами «Кто еще хочет сыграть в героя?» расстреливает нескольких посетителей и сотрудников банка. Алая струйка продолжительное время сочится из перерезанного горла несчастного клерка. После этого, угрожая оружием, Билл требует отдать ему деньги, которые он кладет в мешок, а затем достает из другого заготовленные заранее поддельные купюры, распечатанные на принтере и на глазах у всех, обливает бензином и поджигает их, после чего со словами «Приятного вам дня» уезжает с места очередного преступления. По радио уже передают вести о серии убийств и взрыве в полицейском участке. Билл подъезжает к Чикен-Дэн и хладнокровно на глазах у посетителей застреливает из пистолета официантку, что ранее рассыпало на него заказ, после чего раздается звонок на мобильный. Это звонит Эван, ожидающий Билла в лесу для игры в пейнтбол. И Билл, обыгрывая свои слова, грозится убить Эвана, что последним воспринимается как сарказм. Выехав в пригород, Билл устраивает засаду на дороге и подрывает один из двух полицейских автомобилей. Завязывается довольно-таки динамичная погоня. Вторая машина гонится за ним вслед, и как только они доезжают до парка с лесопосадкой, Билл взрывает свою машину, вследствие чего погибают двое полицейских из трех. Оставшийся в живых полицейский сообщает по рации, что продолжает преследовать преступника пешком в обозначенном районе. Билл прячется за деревьями и, выйдя из-за укрытия, вонзает нож в полицейского в области печени, после чего цинично сообщает обездвиженной, истекающей кровью жертве, что он умрет через 69 секунд и скрывается в чаще. Беспомощный полицейский умирает от обильной кровопотери. Сам же Билл вскоре заявляется к своему другу Эвану Дринсу, который ждет его, чтобы сыграть в пейнтбол. Билл вручает ему сумку с деньгами и в этот момент бьет ошарашенного Эвана электрошокером, добивая из пистолета выстрелом в голову. И подстраивает все так, чтобы все думали, словно это и был убийца, переодевая Эвана в свое облачение. После избавления от улик, Билл уезжает домой, где его встречают взволнованные родители и слушает обо всех тех ужасах, которые сам же и натворил. Видит по телевизору, как полицейские арестовывают отца Эвана Дринса, но тот кричит, что виноват Билл, а не его сын. Видя это, Билл собирает вещи и уезжает в неизвестном направлении. Через 2 года в интернет попадает полная версия видеоблога Билла с призывами к совершению актов экстремизма, фрагменты из которого демонстрировались в течение всего фильма. Назвать первую часть трилогии Ярости отличной я не могу в силу чересчур динамичной манеры съемки, тем не менее все остальное в фильме Ярость показано крайне реалистично и жестоко, чего не хватает тому же законопослушному гражданину 2009 года, который с момента расправы над судьей начинает скатываться в глубокую яму маразма, в чем я даже красного циника поддержу. В Ярости же перед зрителем во всей красе предстает незащемленный в своих правах гражданин, как в том же «Бомже с дробовиком» Джейсона Айзенера с Рутгером Хауэром в главной роли, а асоциальная личность, психопат с манией и болезненным восприятием реальности. Примеров подобному типу людей множество. Эрик Харрис и Дилан Клиболд, совершившие 20 апреля 1999 года нападение на школу Колумбайн в штате Колорадо. Нападавшие убили 13 человек, 12 учеников и 1 учителя с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. Еще 23 человека были ранены. Чо Сын Хи, южнокорейский массовый убийца, совершивший 16 апреля 2007 года массовый расстрел
32 учеников в Политехническом университете штата Вирджиния, выпускником которого он являлся. Еще 25 человек были ранены. Адам Питер Ленза, 14 декабря 2012 года застреливший дома свою мать, после чего отправившийся в школу Сэнди Хук, где убил 20 детей 6 и 7-летнего возраста, 6 взрослых и ранил 2, после чего покончил жизнь самоубийством. Всего от его рук погибли 27 человек. Андерс Беринг Брейвик. Норвежский ультраправый террорист, националист, христианский фундаменталист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный лагерь правящей норвежской рабочей партии 22 июня 2011 года. В результате терактов тогда погибло 77 человек и 151 человек получил ранения. В Российской Федерации с недавних пор ряды подобных удвоились. Так, Дмитрий Андреевич Виноградов, российский массовый убийца, известный как русский Брейвик и аптечный стрелок, 7 ноября 2012 года из огнестрельного оружия убил 6 человек и ранил 1 в центральном офисе аптечной сети Ригла в московском районе Северная Медведково, где проработал юристом 4 года. Он отбывает пожизненное заключение. Больной ублюдок. И печально известный Ильназ Галявиев, совершивший 11 мая 2021 года нападение на гимназию номер 175 по улице Джаудата Файзи, дом номер 8, в городе Казань, Республики Татарстан, с использованием гладкоствольного ружья и самодельных взрывных устройств, как и в случае с Колумбайном. В результате нападения погибли 9 человек, 7 учеников 8 А класса в возрасте от 14 до 15 лет и 2 педагога, 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Непосредственно на месте происшествия погибли 8 человек, в больнице умер еще 1. Настоящее животное. Кутляк. И это лишь верхушка айсберга, дающая представление о том, насколько жестокими и поехавшими могут быть люди, что нас с вами окружают. Об одних мы ничего не знаем, других не воспринимаем всерьез, и порой это дает свои губительные всходы. Сам же фильм, вся его трилогия мне безумно нравится, поэтому не знаю, есть в этом что-то свое, что-то особенное. Пожалуй, это лучшая картина от Уве Болла, практически вся трилогия. Но это лично мое мнение. И если вы знаете или предполагаете, что кто-то из ваших знакомых может представлять угрозу для общественной безопасности или для жизни и здоровья кого-либо, не медлите сообщить об этом в правоохранительные органы. Несообщение о готовящемся преступлении – уголовно наказуемое деяние, предусмотренное, как пример, статьей 205 прим. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем удачи и пока. Берегите себя.